Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Мне в комментариях писали про гортензии. Что там ваши гортензии, почему вы их не показываете? Ну, на самом деле гортензии цветут, приобретают сначала розовый, потом такой малиновый вот, цвет, бордовый цвет. Где-то к концу июля, скорее даже в августе. И я как бы смотрел свой архив и нашел одну папку. Это съемки сентября прошлого года, 2021 года. Здесь, как видите, гортензии уже во всей красе, коты бегают, и немножко другое расположение цветов, немножко другая схема участка. Была папка, я там подготовил все, чтобы сделать ролик, и почему-то ролик не сделал. Ну и решил, что съемки хорошие. Вот смотрите, гортензия какая. Съемки отличные, и почему бы им пропадать. Поэтому смотрим. Это у нас начало сентября 2021 года. И кот Вилли изволит играть, резвиться. Вот он. Он сейчас тоже продолжает вот эти игры, попытки поиграть с Анфисой, но она от него верещит, убегает, иногда отбивается, если он ее в угол загонит. То есть Вилли, он примерно так почти в 2 раза больше ее, тяжелее ее. Соответственно, когда он начинает играть, он сверху на нее напрыгивает и как бы давит своей массой. Вот. А Анфисе с ним играть как бы не очень нравится. Вот Арчик, он бы с удовольствием. Арчик вот очень хочет играть с Вилли, но кому же интересно играть с Арчиком? А вот с Анфисой все хотят играть. Вот Арчуха. Да. Подожди, Арчик хочет тоже. Вот это у них игры через спальню. Хотят зайти через спальню. Это как раз, насколько я помню, шла уже на снижение вниз шла эпидемия коронавируса. Коронавирус всех измучил, всем надоел. И вот как раз осенью все как-то стало постепенно снижаться. Еще заражений было довольно много, еще были какие-то там, сказать, все эти меры, естественно, маски, все эти карантины. Но уже появился какой-то свет в конце туннеля. Австрия взяла с какого-то перепугу, там приняли закон об обязательной вакцинации. Вот. Единственные в Европе взяли, учудили. Зачем, почему, никто до сих пор понять этого, в общем-то, не может. А как я их прогоню? Ногами топать, чтобы? Поставь на это самое, похлопай в ладоши, они побегут. Арчика в основном. Вот. Самое интересное, закон сначала приняли, Окей. а буквально потом следующим шагом отложили его введение. Там на несколько месяцев отложили введение закона в действие. А где-то месяц назад, или может чуть больше, этот закон отменили. То есть насмешили как бы всю Европу, удивили чуть ли не весь мир, потому что, такое взять, ввести обязательную вакцинацию, никто такого не делал. Вот. И при том, что так и в силу не вступил этот закон, и потом его отменили. То есть зачем все это надо было? Изволит играть с хвостом кота Вилли. А хвост у кошки это такое... Нельзя его трогать. Вот смотрите, это съемки я делал буквально пару дней назад. Лежит Арчик, он не просто лежит, он охотится на птичку. Охотится он так. Иногда он допрыгивает до кормушки. Вот там хватается. К счастью, ему еще пока ни разу не удалось никого поймать. Это очень хорошо. При том, что Анфиса, в общем-то, совершила преступление. Как раз сегодня, я записываю звук. Это у нас 19 июля. Она умудрилась маленькую птичку поймать. Не только поймала, но и тут же на глазах у Ирины на террасе ее и съела. Арчик ест мышей. То есть у нас коты на самом деле, Ирина говорит, что-то они консерву как-то не очень. Горошки там еще более-менее едят, но тоже не очень. Что-то не очень. Что не очень, когда они мышей нажрутся. Некоторые даже умудряются птичку поймать, но птичку мы категорически запрещаем. Им после мышатины свежей какие-то там консервы есть. Это как бы не очень здравословно.
как в Болгарии говорят, слово такое есть здравословно, полезно для здоровья. Это здравословное питание, вот, ну, в болгарском варианте здравословно хранене. Короче, а потом в феврале началась вот эта кошмарная варварская война. И вот сейчас смотрю на вот эту картинку. В общем-то, насколько все было тогда спокойней. Пока кто-то в стране России не сбрендил окончательно и не начался этот кошмар. Пока-пока.